Почему носители английского так трудно понимать? Многие из нас сталкивались с этим ощущением. Мы годами изучаем английский в школе, на курсах, читаем книги, делаем упражнения, смотрим сериалы, фильмы иногда с субтитрами, и вроде бы кажется все более-менее понятно. Но потом появляется носитель. Он говорит быстро, непринужденно, и вы не понимаете вообще ничего. Ни слов, ни смысла, ни интонации. И звук превращается в какой-то поток, какую-то кашу. Почему так происходит? Ответ не в том, что вы плохо изучаете язык, а в том, что учебный английский и живой английский — это немного разные вещи. И есть две главные причины, почему живой английский кажется таким сложным и непонятным. Первое — это фразовые глаголы. Фразовые глаголы — это настоящая головная боль для всех, кто изучает английский. Почему? Потому что они звучат просто, но на самом деле означают вообще не то, что кажется. Возьмем глагол get, вроде бы базовый глагол, получать. Но теперь смотрите это. Get up. Get over it, get by, get away with it, get across, get around to it, get off, get on with someone. То есть вы можете знать слово get, но если не знаете вот именно значение фразового глагола, вам может быть непонятен смысл предложения. Например, носитель говорит he got away with it. Вам кажется, он с этим ушел? Но на самом деле, что он говорит, это ему это сошло с рук. Или I can't get over how good this movie was. И вы думаете, я не могу перелезть через фильм? Но на самом деле это значит, я все еще в шоке, насколько хорош был этот фильм. Есть еще одна проблема, когда встречаются носитель и не носитель и пытаются пообщаться. Фразовые глаголы являются частью обычного, непринужденного, разговорного английского. То есть это никакой не официальный высокий стиль в языке. И для носителей английского это является чем-то легким, простым, обычным. И они стараются использовать именно такой стиль общения даже с неносителями. А у неносителей другая проблема. Если открыть любой учебник английского, вы поймете, что фразовых глаголов там очень-очень мало. Дело в том, что они достаточно сложные для неносителей. И поэтому учебники английского чаще всего будут построены, используя другие глаголы, которые не фразовые, а которые эквивалентны с тем же значением. Чаще всего такие глаголы проще выучить, они чем-то схожи могут быть с нашим родным языком, и поэтому проще запоминаются. И теперь у нас есть неноситель, который не особо знаком с фразовыми глаголами, а знает более их латинские эквиваленты, давайте скажем, они не всегда латинские. И носитель, который как раз наоборот, он больше настроен на использование фразовых глаголов. И вот эти два человека пытаются пообщаться, конечно, тут будут сложности. Вторая большая причина — это connected speech или связанная речь. Когда изучаем английский, мы слышим предложение следующим способом. What are you doing? Did you eat? I want to go. Но носители говорят не так. Они не произносят каждое слово отдельно. Они связывают звуки, проглатывают окончания, сливают слова вместе. Это экономит время и энергию, но сильно путает изучающих английский. Вот как носители на самом деле говорят. What are you doing? What you doing? What you doing? Did you eat? Did you eat? I want to go. I want to go! But I want to go! Let me help you. Let me help you bring him inside. Give me that. Give me that remote. Give me that. I'm going to call him. I'm gonna go call him. Это не значит, что носители какие-то невнятные, ленивые. Просто их ухо с детства настроено на интонации, редукции, на ритм, и для них это является абсолютной нормой, так говорить. А мы, с другой стороны, как неносители, изучаем текст по учебникам, по грамматике и мало тренируем восприятие живой речи. Что с этим делать? Чтобы начать действительно понимать носителей, нужно изучать не только слова и грамматику. Первое. Надо изучать фразовые глаголы в контексте. Не брать списки 100 фразовых глаголов и пытаться их заучивать, а смотреть именно, как они себя ведут в контексте, что они могут означать внутри определенных предложений. Особенно потому, что некоторые фразовые глаголы могут иметь несколько значений. Например, фразовый глагол take off в контексте самолета это значит взлетать, а в контексте одежды это значит снимать одежду. Поэтому в первую очередь контекст, а не перевод. Второе. Слушайте живую английскую речь каждый день. YouTube, сериалы, подкасты, стендапы. Все, где люди говорят быстро, естественно и без школьного акцента. Третье – это повторять слухом и голосом. Использовать shadowing. Слушаем фразу и сразу же пытаемся ее повторить. Причем повторяем не только слова, обращаем внимание на интонацию, на то, как слова связываются между собой.
Это помогает мозгу привыкнуть к ритму языка, а уху к связанной речи. И последний, использовать субтитры, но с умом. Субтитры могут быть очень хорошим инструментом, но до какого-то уровня. Потом уже стоит убирать субтитры и пытаться понять на слух, что на самом деле происходит. Всегда, если что-то непонятно, если казалось, что они сказали какое-то абракадабра, можно остановить, вернуть, послушать еще раз, пытаться понять, что там на самом деле сказано, и дальше продолжить свой просмотр или прослушивание. И в конце хочу добавить, что если вы не понимаете носителей, это не значит, что вы плохо знаете английский. Люди очень часто так думают. Дело в том, что вы пока просто не тренировались в понимании живого английского. Но этому можно научиться. Но не с учебником, а с реальной речью, с реальными голосами и немного терпения.